Добрый день, это передача «Честное слово». Сейчас 17:00, и с вами Ольга Гусева. В этой передаче мы, как всегда, встречаемся с интересными людьми и обсуждаем самые важные события, которые сегодня происходили, да и вообще не только сегодня, а в течение какого-то продолжительного времени. Сейчас перед вами на экране появятся всякие ссылочки, они есть и в описании, там вы можете нас поддержать, нажать «Спасибо», пожертвовать нам деньги, отправить уточку в эфир и всякое такое разное. Обязательно подписывайтесь на наш канал, потому что здесь просто интересно, здорово. Особенно, если вам нравится наш контент, не забудьте поставить лайк. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, личный враг Кадырова, чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Тумсо, здравствуйте. Здравствуйте, слышно меня? Да, вас прекрасно слышно. Рада вас видеть. Хотела бы сказать добрый день, но, наверное, пока идет война, так нельзя совершенно сказать. Это, конечно, безумная трагедия, то, что сейчас происходит. И хотела бы спросить, Тумсо, вы следите за войной? Что вы вообще обо всем думаете? Потому что уже прошло достаточно большое количество времени с начала войны, и много событий было, реально каждый день насыщенный. Но вот какие ваши впечатления, если так можно сказать? Ну, я, наверное, начиная с 24 февраля, прямо вот с самого раннего утра, как только Путин объявил эту спецоперацию, я, наверное, очень сильно за этим всем слежу, вовлечен в события, происходящие в Украине, подписан на всевозможные каналы в Телеграме, на которые я до этого, конечно же, не был подписан. Конечно, сейчас весь мир за этим следит, конечно, это нам очень интересно, тем более, что Чечня и чеченцы в этой истории звучат чуть ли не даже иногда, вообще в начале, не слышно меня, да? В начале этой войны вообще было такое впечатление, что это не Россия напала на Украину, а что это Россия вместе с Чечней напала на Украину. То есть вот так это все подавалось в СМИ. Сейчас хорошо, что более-менее эта ситуация устаканилась, и весь мир, и в Украине, в принципе, поняли, кто на них напал, что это там за чеченцы участвуют в этой теме. Поэтому, конечно, да, я наблюдаю, очень пристально за этим всем наблюдаю. Не всегда, наверное, все могу понять. Хотя я с начала этой войны, наверное, начал даже лучше понимать украинский язык. То есть даже какое-то самообразование в этом направлении происходит. Какие вообще сейчас настроения вот в Чечне относительно войны в Украине? Вот вы наверняка знаете, там, наверное, и общаетесь, и, как-то есть вот ощущение, что вообще вот обычные чеченцы думают о том, что происходит? Они поддерживают Кадырова, да, в его действиях, или они поддерживают Путина, или они поддерживают там Зеленского и украинскую сторону? Как и, наверное, в любом народе, сначала в первые дни было ощущение у чеченцев, что это где-то там далеко. В принципе, наверное, нас не касается. Но когда первые трупы пришли чеченцев, отправленных туда воевать на стороне России, то есть это вот всякие кадыровские батальоны и так далее, конечно, уже многие в республике, всякие родственники, там, те, которые до этого не придавали, наверное, значения тому, что их дети работают в этой российских силовых структурах, пытают, мучают людей. А тут они, конечно, немного напряглись, когда пошли первые тела. Потом начали отправлять под видом добровольцев, то есть принуждать людей воевать в Украине. Это всевозможные такие уязвимые слои населения, я их так называю. Это, допустим, освободившиеся недавно из тюрьмы, находящиеся под надзором люди. Это задержанные не по праву, имеется в виду просто похищенные, находящиеся в подвалах люди. Это те же самые заключенные, то есть зэков тоже туда отправляли. То есть вот началось это принуждение, какое-то беспокойство, тревога у народа, она росла. Сейчас мы говорим именно о тех чеченцах, которые проживают в Чечне. Началось беспокойство, когда молодые люди стали беспокоиться о том, что их могут принудительно отправить в Украину. Начали приходить повестки из военкомата, которые до этого никогда не приходили. В Чечне не было никакого обязательного призыва. И начался отток молодых ребят в те страны, куда они могут без виз, уехать. Начался вот этот отток. И сейчас, наверное, такой пик напряженности, потому что все ожидают на 9 мая
возможного объявления мобилизации по всей России, запрета на выезд мужского населения от 18 до 60 лет. Есть вот такая тревога, вообще по всей России сейчас идут такие слухи, что 9 мая Путин может объявить эту мобилизацию. Поэтому, ну, чеченцы, конечно, сейчас по этому поводу очень беспокоятся, тревожатся. Тумсо, вот вы сказали, что сейчас там все ожидают к 9 мая каких-то событий, а вы сами вот что думаете по этому поводу? Потому что на самом деле много разных точек зрения. Кто-то говорит, что Путин должен вот объявить о какой-то победе, да, должно быть что-то взято. Кто-то говорит, что будет полная какая-то мобилизация и подготовка к массированному нападению на Украину, да, целиком там вплоть до того, как говорил Кадыров, до взятия Киева. Вы сами что думаете? Я, честно говоря, не мастер прогнозов, ну, не умею я это делать. Поэтому я слушал различные экспертные мнения по этому поводу. И мне кажется, более убедительными те, которые говорят, что нет, не будет он объявлять мобилизацию, так как это для него это будут очень серьезные такие потери. То есть россияне, если их начать принуждать к тому, чтобы вести войну, то могут отреагировать. Это, скорее всего, отреагируют плохо. Вот, но это только мое такое впечатление от прослушиванного мнения экспертов. На самом деле я абсолютно не удивлюсь, если он объявит 9 мая эту мобилизацию, так как эти же эксперты нам говорили, что 24 февраля он не нападет. То есть никто не ожидал, что он начнет прям серьезную такую военную интервенцию в Украину. А он ее начал. Поэтому если Путин объявит 9 мая мобилизацию, я лично не удивлюсь. А если он 9 мая объявит о нанесении ядерного удара, я, честно говоря, тоже не удивлюсь. Все, что угодно можно ожидать от этого человека, у которого просто поехала крыша. Там наверное, и возрастное, и от власти это уже зашел с ума человек. Поэтому, можно ожидать все, что угодно. Ну, ядерного удара, конечно, не хотелось, наверное, никому. И, честно говоря, вот вы говорите, можно ожидать. Но вот я тоже нахожусь в таком состоянии, что, наверное, можно ожидать, но, честно говоря, мне очень тяжело поверить в то, что человек может сознательно нанести ядерный удар, несмотря на то, что это Путин, и понятно, да, кто это и что он делает, но для меня это все равно находится, вот знаете, за какой-то гранью даже для него. Смотрите, когда мы пытаемся рационально обо всем этом рассуждать, то да, наверное, выглядит так. Вот вы сказали, не хотелось бы ядерного удара. Да и мобилизации не хотелось бы. И самой войны в Украине тоже не хотелось. Но все это происходит на глазах у нас. Поэтому, можно ли как-то рационально об этом рассуждать? Мы с вами видим, что человек, находящийся сегодня у власти в Кремле, он абсолютно он не то чтобы недооценил украинскую армию, он еще и переоценил свою. Абсолютно не владеет ситуацией. И ожидать от него все, я от него ожидаю все, что угодно. Надеяться на какую-то рациональность, рассудительность, стратегию этого человека. Это раньше у меня тоже было о нем такое мнение, честно говоря. Но сейчас, после того, что он начал в Украине, я уже как о рациональном таком лидере, я о нем не думаю. Ну да, хорошо, да, я понимаю вашу точку зрения. Но вот как раз-таки говоря, да, о том, кто там воюет сейчас в Украине, там же воюют чеченцы, но они воюют не только под руководством Кадырова, но еще и на другой стороне против России. Как они вообще попадают вот на фронт и за что эти люди воюют? Смотрите, со стороны России там воюют российские военные, солдаты Минобороны, росгвардейцы. Они имеют разный национальный состав. Почему-то именно чеченцев выделяют из этих российских солдат, хотя там полно различных народов с Кавказа, там полно тех же украинцев этнических, татаров, башкир, бурятов, алтайцев и кого угодно. Это российские военные. А что касается тех чеченцев, которые находятся по другую сторону баррикад, то это в большинстве своем это добровольцы, проживающие за пределами России, либо часть из них проживает и проживала в Украине, другая часть это те, кто, находясь в разных странах Европы, Турции и так далее, отправились в Украину, чтобы в качестве добровольцев участвовать в этой войне против России. Чеченцы эту войну и не прекращали. Мы с тех пор, как Россия вторглась на нашу территорию, мы с ними воюем.
И поэтому Украина – это очередная как бы, локация, где идет война, есть возможность противостоять врагу. Поэтому чеченцы, конечно, принимают какая-то часть нашего народа принимает в этой войне участие. У нас в Украине есть два батальона, они преимущественно укомплектованы чеченцами. Также в других добровольческих батальонах тоже есть чеченцы. Например, в добровольческом батальоне Крым немало чеченцев. Есть также из Кавказа там ребята. В общем, это такой, наверное, процесс, который идет уже не одно столетие. Вот вы сказали, что там не надо, да, как-то отдельно выделять кадыровских бойцов, но, вы знаете, я немножко с этим не согласна, потому что я как раз сегодня вот читала статью о том, что когда Кадыров был не согласен с Путиным с тем, что они передислоцировали войска и отступали к югу, да, к ЛНР, ДНР, после того, как поняли, что спецоперация не очень успешно идет. И Кадыров там часть своих войск просто взял и отвел обратно там якобы в Чечню, и там у них уже начался, видимо, какой-то переговорный процесс там с Путиным, не знаю, с какими-то еще чиновниками. Ну, то есть, мне кажется, это все-таки на самом деле это какие-то отдельные субъекты, которые, безусловно, да, это войска Российской Федерации, они все воюют под одним флагом, но у них все равно немножко разные командования и разные цели. Вам так не кажется? Ну, вы просто свои ощущения какие-то передали, в этом нет никакой фактуры. То есть все, что вы сказали, это просто то, что вам кажется. На самом деле ничего из этого не соответствует действительности. Кадыров ничего не может туда отвезти, он ничего не может туда привезти. Я вообще себе не представляю ситуацию, в которой Кадыров как-то торговался бы с Путиным. Кадыров сам себя обозначил как пехотинец Путина, человек готов выполнить любой приказ, но он таковым и является, это не какая-то самостоятельная фигура. Я просто не могу представить такой диалог Путина с Кадыровым, в котором Кадыров говорит: я сделаю это, если... Вот это вот просто я себе не представляю. Это уже выдвижение каких-то условий. Путин поставил конкретную задачу, и сейчас Кадыров как раз-таки пытается в Украине выслужиться. Он делает все возможное, чтобы показать Путину, что именно он самый преданный. Именно Делимханов, вы понимаете, не какой-то единорос, депутат из Государственной Думы поехал воевать в Украину, а туда поехал Адам Делимханов. Для чего это делается? Для того, чтобы показать, что вот мы, даже депутаты, те, кто не должен там участвовать, даже мы готовы туда ехать участвовать, чтобы перед вами выслужиться и выполнить ваш приказ, Владимир Владимирович. Поэтому, Кадырова можно выделять как самого преданного пехотинца. Его какие-то абсолютно неадекватные высказывания, которые стали уже мемными, вот это все можно выделять. Но отдельно выделять в этой истории чеченцев из других российских войск, на мой взгляд, это очень несправедливо. Хорошо. Ну, тогда у меня такой вопрос. Вот сегодня, буквально в настоящее время, выпустила статью с инсайдерской информацией о том, что российским государственным СМИ запретили цитировать Кадырова без разрешения руководства. Это вот относится к чему, по вашему мнению? Потому что мне, например, кажется, что это может быть связано это вызвано конфликтом с Песковым, потому что Кадыров делает много заявлений, действительно. Вот, они не все нравятся там Пескову. У них на этой почве какой-то конфликт. Да, я думаю, здесь... Просто это вынужденная мера, потому что его цитаты, они настолько абсурдны. Каждый раз, когда он выходит в эфир, он такой бред несет. Например, вот в последнем эфире он заявил, что нужно брать Херсон. Херсон уже 2 месяца находится под контролем России. То есть он постоянно делает какие-то идиотские заявления, которые потом приходится объяснять. Они становятся мемными, он выставляет себя на посмешище. А в период, когда идет война, это невыгодно для России, это показывает Россию в невыгодном свете, так как это все-таки российский чиновник, тем более он в этой войне именно в такой в пиаре, да, в отношении пиара в этой войне он очень старается, снимая эти ролики. Поэтому я думаю, это такая вынужденная мера, он уже просто достал своей глупостью, и там решили, что лучше
если мы как бы не можем ему закрыть рот, он все равно будет где-то там что-то высказывать. Лучше мы, значит, обяжем СМИ, чтобы они как-то его не цитировали и не выставляли нас на посмешище. Ну так а тогда какая главная цель у Кадырова в этой войне? Добиться большей лояльности, добиться большей медийности, организовать свои вот эти тикток-войска, как он сегодня писал в своем телеграм-канале: в одной руке оружие, а в другой телефон. Очень меня позабавила эта фраза. Ну и то, и другое. Здесь, понимаете, мы не можем выбрать что-то одно. Здесь нужно и лояльность свою доказывать, и это ну, просто уникальная возможность для пиара, что он очень неплохо использует, кстати говоря. Ему нужно отдать должное. В вопросах пиара он делает все возможное. То есть у него нет лени. Не бывает такого, что он как лежит на своем роскошном диване, и ему неохота включить камеру. Не бывает такого. Он ее включает. Он начинает какие-то, пусть очень смешные иногда делать заявления, но это резонирует, это обращает внимание, и он, в общем, использует эти возможности, он заставляет всех уехавших туда снимать эти ролики, он отправляет туда съемочные группы. Вы ведь понимаете, что в условиях войны это не так просто снимать постановочные ролики. Часто бывает, что ты, вот, допустим, куда-то едешь, путешествуешь, и какой-то интересный момент, и тебе как-то неудобно даже его заснять, тебе нужно как-то отвлечься, взять телефон, включить камеру. А вы представляете, в боевых действиях устраивать постановочный, там, режиссер должен быть, который будет объяснять: ты, значит, стреляешь туда, смотришь туда, вот с этой стороны массовка, кто-то отсюда должен побежать, прибежать. И это все происходит в таких, полевых условиях. И они это делают. То есть они уделяют этому внимание, расходуют на это ресурсы, отправляют командировки этих операторов, несколько камер снимает, все вот это происходит. А я сейчас, конечно, не говорю о том, что это все тоже делается очень абсурдно, смешно, очень легко опровергается, но тем не менее это делается, то есть на это уделяется внимание. И, конечно, Кадыров выжимает максимум из вот этой ситуации в вопросах пиара. И, конечно же, он всячески показывает свою лояльность Путину. И, наверное, он должен больше других это делать, так как Кадыров является предателем, и об этом знает и Путин. А предатели — это люди, которым не доверяют, даже те, в пользу которых они совершили это предательство. И ему нужно постоянно напоминать, показывать, что он предан максимально. Хорошо, вот вы как раз сказали про то, что нелегко это осуществлять, вот снимать вот эти тиктоки, да, тикток-войска, режиссеры нужны и так далее. Этим занимается Ахмед Дудаев, потому что, насколько мне известно, он организует как раз-таки пресс-туры для вот этих путешествий на войну, как они это называют. И, видимо, по этому пресс-туру вот недавно, буквально вчера, по-моему, была фотография, как Соловьев в мундировании стоял. Со стороны кадыровской власти кто именно координирует? Ну, наверное, да. Скорее всего, это будет, наверное, Ахмед Дудаев. А может быть, там и несколько будет. Ну, я не знаю. Я, честно говоря, не могу назвать конкретное имя, сказать, что вот он там, значит, поставлен. Но я догадываюсь, что, наверное, мыслите вы в правильном направлении. Скорее всего, являясь министром печати информации, он будет, наверное, за это ответственным. Но туда надо сказать, что там не так, что, знаете, отправили туда 2 корреспондентов, и они всю эту работу делают. Там постоянно, видимо, у них идет ротация этих журналистов, постоянно какие-то люди дополняют, приезжают, уезжают, вот эти постановочные съемки. Это требует немало затрат на самом деле. Людей туда командировать, их там кормить, они должны где-то проживать, всю эту технику туда перевозить. В общем, это непростая работа. Это не как там, среднестатистические блогеры приехали с телефонами и засняли. Там немножко более такая профессионально поставленная работа. Угу. Вынуждена немножко прервать наш с вами диалог, сказать большое спасибо Алексею Прокопьеву. Он задонатил 5000 южнокорейских вон и написал «Свободу чеченскому народу». Думаю, что, конечно, он прав. Я бы еще хотела немножко поговорить вообще про заявления Кадырова. Они, безусловно, там дурацкие, да, он постоянно заявляет, что они там что-то взяли, но вот я обратила
в его телеграм-канале на очередное заявление вчера было о том, что там они якобы взяли рубежное, и что гуманитарным грузам помогает фонд имени Ахмата Кадырова. Но на деле вот та гуманитарная помощь, которую они выдавали, она является украинской, там украинская мука, минеральная вода, украинское производство, которую нельзя купить там ни в России, ни в Чечне. И очевидно, что, видимо, эти продукты, которые они якобы поставляют, они просто берут там в магазинах, либо воруют где-то, ну, непонятно. И вот давайте поясним для наших зрителей, потому что на самом деле и расследования про это есть, и много у нас в комментариях, я вижу, это обсуждают. Что вообще это за фонд, что он делает и чем он служит для семьи Кадырова? Мне прям захотелось пошутить на эту тему, сказать, что они, наверное, купили это все в украинских магазинах и решили дать украинцам, но понятно, что это все неправда. Вообще этот фонд — это такая отдельная история в Чечне. Я где-то серию роликов, 7, по-моему, выпустил про их лжеблаготворительность, как они это все выставляют фейково. Дело в том, что фонд до сих пор федеральные деньги, различные федеральные целевые программы по обеспечению, допустим, населения жильем, по переселению оползневых зон и так далее. Вот все то, что делается за счет федерального бюджета, они все это выдавали за благотворительность. Как они это делали? Они просто по федеральной программе, допустим, переселяли людей из оползневых зон в новое жилье, а по местному телевидению показывали, что это, значит, фонд Кадырова. Вот огромное спасибо матери Рамзана Ахматовича, там, Аймане. Если бы не она, вот люди, значит, жили бы в этих оползневых зонах. То есть мы уже как бы, привыкли к этому, мы знаем это все. Но широкая масса, да, какая-то общественность, они сейчас только начинают с этим ознакомливаться. И в Украине они немножко усовершенствовали вот эту вот свою деятельность. Они теперь мародерят, забирают, то есть грабят магазины, все, что возможно, грабят на оккупированной территории. Потом это все раздают якобы людям, выдавая это за благотворительность фонда Ахмата Кадырова. Конечно, никакой благотворительностью это и не пахнет, это типичное мародерство. Вообще вы можете еще заметить, что как-то эта война очень сильно подменяет понятие. Мародерство начали называть трофеями. То есть все то, что они грабят у населения Украины, они официально начали называть это трофеями. Они угнали комбайны, какие-то очень модифицированные, такие крутые комбайны, отогнали их в Чечню и называют это трофеем. То есть трофей — понятие всю жизнь, которое понималось всем этим миром как захваченное у своего противника, это у военного. Ты можешь убить или захватить в плен своего врага, и вот то, что ты заберешь у него, оружие, там, то, чем он владеет, если у него был какой-то автомобиль военный, там, то вот это будет трофей. Но никогда не было трофеем награбленное у мирного населения. Это всегда считалось мародерством. И вот сейчас идет вот эта подмена понятия, когда награбленное у украинцев, обычных людей, называют трофеями. Ну, вот мне кажется, это очень важное пояснение, потому что реально Кадыров там в своем телеграме, и много кто за этим повторяет, пишет, что это наши трофеи. Но на самом деле это же правда, то есть они просто воруют. И вот про комбайн, на самом деле, очень интересно. Я даже специально для себя это выписала, потому что комбайнов-то они украли на более чем 1 миллион евро. Это достаточно крупная сумма. И комбайны эти были с электроникой, насколько я понимаю, и определили геолокацию, где они находятся, и постарались их заблокировать. Ну, в общем-то, чеченцы, видимо, на данный момент там сейчас, точнее, не чеченцы, а кадыровцы, да, давайте говорить своими словами, люди, которые это украли, это кадыровцы, они пытаются разблокировать эту технику, может быть, уже и разблокировали, но что мне показалось важно, что эту технику нашли в селе Закан-Юрт. И вот меня сразу закрался вопрос, а почему именно туда они ее отвезли? Может, в этом есть какая-то логика, или это просто какое-то рандомное село? Нет, логика в этом есть. Министр сельского хозяйства, он родом из Закан-Юрта, живет в этом селе. Ну и, видимо, так как комбайн — это что? Это же сельское хозяйство. Соответственно, пригнали, наверное, ему и сказали: так, ты министр сельского хозяйства, вот тебе 2 комбайна, значит, запускай, начинай работу. И вот они сейчас, видимо, пытаются их запустить. Я думаю, это будет такой долгий процесс, не так просто им будет это сделать, учитывая, что там реально и по спутнику там они отслеживаются, скорее всего, и блокируются, и все, в общем, необходимое у них есть.
Но в конечном итоге, наверное, у них это получится сделать. Комбайны действительно дорогие, это очень крутые как бы комбайны. Их не то, что кадыровцы в России, наверное, таких никогда не видели. Но то, что они их называют трофейными, ну это просто настолько как бы стыд и позор. Когда вы приходите на мирные объекты, к мирным людям, грабите их, забираете их имущество, и называть это трофеем, это такая как бы нечестная подмена понятий. Это испоганивание самого понятия трофея. Трофей — это как бы чистое понятие. Это то, что действительно ты захватил у своего врага. Это всегда считалось как бы достойным, никогда никем не осуждалось. А сейчас вот эта вот подмена понятия делает сам термин «трофей», он делает его каким-то нечестным, каким-то грязным. То есть мы уже на само слово «трофей» смотрим как-то с каким-то презрением из-за того, что творят вот эти российские войска на территории Украины. И здесь я бы тоже не стал выделять отдельно кадыровцев. Они абсолютно не выделяются из общего числа российских военных на территории Украины. Те делают то же самое. Ноутбуки, которые они там забирают, запихивают их себе в бронежилеты вместо железных пластин. Это мародерство. Но они ведь тоже выдают его за трофей. Они пишут письма своим родным, говорят, что вот они, значит, трофейный ноутбук. Это даже звучит как-то нелепо, трофейный ноутбук. Трофейные туфли, трофейные, значит, кроссовки, трофейный пиджак. Ну, это просто верх какого-то маразма. Ну да, на самом деле, правда же, очень много кадров, где, особенно вот когда уже вернулись военные в Россию, и там их встречают их девушки, и там, значит, по форме, форма российская, а кроссовки сняты с украинских бойцов. Это, конечно, на самом деле, ну, меня прям вызывает какое-то вот ощущение даже не столько злости, сколько грусти, что насколько же плохая это у нас форма, да, насколько на ней наворовали, что с ней сделали, что им приходится снимать форму с, там, видимо, умерших солдат или воровать ее. И, конечно, какая тут может речь идти о трофеях. А вот насчет чеченцев, которые сейчас воюют, а есть ли сейчас, вот, может быть, вы отслеживаете среди пленных чеченцы, известна, может быть, цифра какая-то, сколько их? Или ничего об этом не известно? Смотрите, я только вот немножко обратно к трофеям вернулся бы. То, что они снимают с украинских военных, это можно считать трофеем. Понимаете? Вот это вот они с украинского военного сняли. Хоть это и, действительно, как можно снять форму, как бы ее нужно брезговать. Ну ладно, это-то еще можно понять как трофей. Но когда, извините меня, вы домой там отправляете кастрюли и пишете, что это трофейные кастрюли, просто награбленное имущество в украинских домах, у украинских мирных жителей, вот это вот, ну это очень мерзкое явление. Что касается пленных, точного количества пленных у меня нет. Я сейчас пытаюсь выяснить. Я знаю, что их с десяток их есть, но среди них надо еще как-то выявить тех, которые сами перешли. Есть и такие, те, которые сами как бы перешли на сторону Украины. Конечно, официально о них не объявляют, что вот они, значит, молодцы, они перешли. Потому что дома огромное количество родственников, и, разумеется, там начнутся жесткие репрессии в отношении этих людей. Поэтому всех, как правило, объявляют плененными. Но закулисно, то есть мы знаем, что какая-то часть из этих людей — это те, которые реально сдались. Честь и хвала этим людям за то, что они не стали участвовать в этом преступлении. А есть те, которые реально попали в плен, то есть были пленены, захвачены украинскими военными. Некоторых из них показывают, есть такой канал, по-моему, «Ищи своих», украинский, и они делают с ними интервью, и пока еще не было, я не видел, по крайней мере, у них интервью с кадыровцами, но с Кавказа захваченные среди них были. Вот сейчас у меня, в общем, я веду работу по выяснению этого количества, даже пытаюсь как-то договориться о том, чтобы можно было с ними сделать интервью, позадавать им вопросы. Но точного количества пока назвать не могу.
Да, вот мы с вами вначале еще говорили про погибших чеченцев. Может быть, есть по ним какая-то цифра или какие-то данные, потому что, ну, сами видите, как отчитывается наше Министерство обороны. Ничего не понятно, но, конечно, очень интересно. По погибшим порядка 50 человек там уже поименно. То есть это вот прям откуда, никто не полностью может как бы отследить. Это порядка 50 человек. Но если до этого я говорил о десятках погибших, то я могу сказать точно сейчас, что их сотни или их больше 100, как это точно. То есть если там, допустим, порядка 50 человек, это мы прям поименно их знаем, то тех, кого мы не знаем поименно, там их тоже очень много. Поэтому, да, потери там, конечно, очень серьезные. И вообще я смотрел такую карту, есть такая интерактивная карта по потерям российских военных, и больше всего потерь приходится как раз на Кавказ и на Бурятию. Больше всего, и там приводилась такая статистика, что это самые как бы бедные регионы, и, видимо, там платят деньги за участие в этой войне, поэтому самые бедные регионы больше всего туда есть. В общем, Кавказ понес там одни из самых больших потерь. Не только, я имею в виду, Чечня, а в целом другие регионы Кавказа. Ну вот и одновременно с этим Путин награждает Адама Делимханова званием Героя России, выдает ему медальку. И в этом списке там есть и Патрушев, и Кадыров, и даже Калашников, который изобрел тот самый автомат. И вот как вы думаете, а за какие заслуги туда попал Адам Делимханов, если столько там и чеченцев, да, погибло, и там какое-то количество пленных, и, ну, ситуация-то у российских войск не самая лучшая. По сути, их наступление это провалилось, получается, потому что тот план, который озвучил даже тот самый Кадыров, что нам нужно взять Киев, ну, он не сбылся. Надо сохранять хорошую мину при плохой игре. Нельзя же сказать, мы там все провалили. Значит. Ну, Путин не может так сказать. Путин по-любому, вот что бы ни произошло в Украине, это будет объявлено как победа. Надо как бы понимать и готовиться к этому. В любом случае, для россиян это будет объявлено как победа. Что бы там ни произошло. Даже если они отдадут Крым и будут уходить, это все равно будет объявлено как победа. А вручение Адаму Делимханову Героя России, по-моему, это очень логичное явление. Но человек там, извините меня, рвет себе пятую точку, снимая эти ролики, стреляя куда-то там из снайперской винтовки, еще там чего-то. Ну, блин, по-моему, он заслужил. Я считаю, что вот в этих реалиях этот человек реально заслужил. Оставил, значит, свое теплое кресло в Государственной Думе, президент отеля свои апартаменты оставил, поехал на... Понятно, что он не участвует там, в каких-то боях на передовой, но тем не менее не в комфортных условиях он там находится, да, реально какие-то не совсем хорошие полевые условия. Человек напрягается, показывает хороший пример для остальных, в то время как среди россиян есть те, кто недовольны этой войной, там, высказываются и в шоу-бизнесе и так далее. Наверняка в генералитете есть какие-то настроения. И тут на тебе Адам Делимханов, депутат, который якобы там воюет, снимает постоянно ролики, кричит, что, значит, Ахмат сила, Путин молодец, Россия вперед. Ну, это нужно поощрять. Такие вещи нужно поощрять. Кому еще давать Героя России, если не таким людям? Поэтому Путин, конечно, поощряет, показывает, что, значит, если вы будете проявлять энтузиазм, то страна, в данном случае страна это Путин, он на это обратит внимание, он, значит, поощрит. Это такой хороший пример, который показывает Адам Делимханов для всех остальных. И если кто-то другой тоже будет также рвать себе пятую точку, он тоже может получить Героя России. Поэтому, на мой взгляд, это все, по-моему, очень даже логично. Ну что, давайте вот еще немножко обсудим Адама Делимханова, потому что там в своем, опять-таки, телеграм-канале Кадыров называет его «дорогой брат», и у нас многие зрители задают вопрос, а какие у них вообще, да, между ними отношения, то есть кем они друг другу приходятся, и почему Кадыров так ценит Адама Делимханова, потому что
Недавно как раз-таки тоже читала информацию о том, что Кадыров якобы уполномочил Делимханова контролировать чеченские диаспоры, использовать и развивать их криминальный и экономический потенциал. Но, естественно, никакого официального подтверждения этой информации нет, и уполномочил он его, конечно, не сейчас, да, а достаточно давно. Но все-таки вот правда ли это, да, про диаспоры? И получается, Делимханов какое-то вот доверенное лицо Кадырова, и теперь еще и со званием Героя России. Вообще понятие «дорогой брат» оно очень распространено в этих кадыровских кругах. Они всех любят называть братьями. Причем иногда это может звучать как наш дорогой брат Николай Басков, например. Такое тоже можно прочитать. В общем, это такой привычный посыл. Я не думаю, что на это нужно обращать внимание, как, знаете, что если он кого-то назвал братом, что они там реально что-то побратались. Он сегодня его назовет братом, завтра лишит его всех этих наград, назовет шайтаном и отправит там куда-нибудь в ссылку, в подвал какой-нибудь кадыровский. Но близость Делимханова и Кадырова, она очевидна. Почему? Почему Кадыров настолько приблизил к себе Делимханова? Почему они близки, почему он его ценит? За преданность. А в этих кругах ценится преданность. Это самый главный фактор, ничего другого. Интеллектуальность, там, грамотность, умение работать и так далее, это все это где-то там какие-нибудь 10-е, 50-е позиции, которые не столь важны. Самое важное, главное, единственный, наверное, критерий оставаться встроенным в иерархию этой власти — это преданность. И Делимханов, он демонстрирует максимальную преданность. Вот точно все то, что вы наблюдаете, а мы с вами наблюдаем от Кадырова, когда он признается в любви Путину, говорит о том, что он готов отдать за него жизнь, что он выполнит любой его приказ. Это все демонстрация преданности. Вот все то, что Кадыров делает в отношении Путина, демонстрируя свою лояльность, преданность, все то же самое делает Делимханов, Даудов и все остальные в отношении Кадырова. Это такая четко выстроенная вот эта иерархия. Они преданы Кадырову, Кадыров предан Путину, соответственно, все они вместе преданы Путину. И Делимханов, он на протяжении всего этого времени всегда демонстрировал эту преданность и демонстрировал ее так, как этого хотел Кадыров, хотел и хочет. Вот эта хотелка Кадырова, она тоже менялась со временем. То есть если когда-то было достаточно там, просто, значит, не выступать против него, да, там, выполнять его приказы, то со временем это стало, вот эта демонстрация преданности стала необходимым делать всевозможные посты, вылизывать Кадырова, постоянно указывать на его превосходство в Инстаграме, в любых публичных высказываниях. И есть такое требование сейчас, допустим, если выступает Делимханов, скажем, где-нибудь на канале Дума ТВ, он не может просто, значит, на вопрос, заданный ему, просто по факту ответить. Он должен сначала сказать: благодаря нашему главе республики, Герою России, Рамзану Ахматовичу Кадырову, его отцу, который отдал свою жизнь, там, его мать, которая это... То есть вот это вот целый ритуал, где на любой вопрос при публичном выступлении нужно сначала отдать дань почести, указать на вот эту вот свою преданность, лояльность, а потом только ты, значит, говоришь по делу, там, отвечаешь на вопросы. И вот Делимханов, он демонстрирует эту преданность, поэтому он ценится. Что касается диаспор, да, это действительно так, это произошло давно, когда Делимханов был назначен депутатом в Государственную Думу и переехал на постоянное место жительства в Москву, вот уже тогда все то, что находится за пределами республики, было доверено ему. И это не только Россия, но это и все то, что за пределами России. Эти все вопросы курирует Адам Делимханов. Устранение людей за пределами России, это все курируется Делимхановым. Мы с вами можем вспомнить убийство Сулима Ямадаева в Дубае, там официально был подозреваемым
Адам Делимханов, он был подан в международный розыск по линии Интерпола. То есть его причастность к этому убийству, она вообще доказана. Убийство Исраилова в Вене, недавнее убийство Мамихана Умарова в Вене, покушение на меня. За всем этим стоит Адам Делимханов, он именно курирует эти вопросы. Все диаспоры в России, все они формально, неформально подчинены ему. Он один раз в год собирает всех представителей по всей России в президент-отеле, дает им какие-то наставления, получает какие-то отчеты, сбор дани с бизнесменов чеченских и не чеченских. Это все эти вопросы, ими занимается Делимханов. То есть ему отдали очень важный сектор, сектор прибыли. То есть там, где деньги, его отдали Делимханову. Это говорит о том, что это очень доверенный человек, так как ему доверяют финансы. Очень важно, кстати, понимать, что Кадыров финансы доверяет только ближайшему окружению. То есть люди, которые находятся на каких-то прибыльных должностях, это, как правило, его ближайшие родственники. А люди, находящиеся на позициях, может быть, вам кажется, что они более весомые, как, например, премьер-министр республики, да? Но на самом деле нет. Да, наверное, в нормальной стране, нормальной республике это действительно было бы круче, это какой-то второй человек. Но в Чечне все выстроено так, что крут тот, у кого финансовые потоки. И вот на эти финансовые потоки сажаются только ближайшие родственники Кадырова и люди максимально ему преданные, которым он доверяет. Поэтому Делимханов — это один из таких. Спасибо большое за такой развернутый ответ. Да, и, конечно, вот вы говорили как раз про нападение на вас, конечно, да. Его курировал Адам Делимханов. Я хотела бы еще немножко задать вопросов, которые пишут нам в комментариях, потому что мы, честно, каждый раз обещаем задавать вопросы, и именно это делаем. И пишет Роман Тимуров. Редакция, прошу задать гостю ТУМСО мой вопрос. Уверен, что он интересует не только меня. Насколько вероятен сценарий, что следующим президентом будет Кадыров Дон? Смотрите, опять, я не мастер по прогнозам. На мой взгляд, это невозможно. На мой взгляд. Но опять-таки, удивлюсь ли я, если завтра это произойдет? Ну, нет, я не удивлюсь, потому что Россия такая страна чудес, там можно увидеть все, что угодно. Но если рационально об этом рассуждать, я думаю, это невозможно. Потому что, насколько бы там сумасшедшие люди не сидели в Кремле, я думаю, настолько выставлять себя посмешищем на весь этот мир им не захочется. Кадыров — это неполноценный с точки зрения интеллектуальных способностей человек. Даже и физических, и с физикой не все нормально, но интеллектуально это неполноценный человек. Он не может думать, способности мыслить у него очень скудные, он не может связать несколько слов, он не может огромными буквами написанный текст зачитать, он не владеет нормально русским языком. Навряд ли такой человек может оказаться во главе российского государства. Но это если рассуждать об этом трезво, рационально. Но в России-то происходят вещи, которые иррациональны. Поэтому, если мы завтра с вами проснемся в таком мире, где Кадыров будет сидеть в Кремле и возглавлять государство, я думаю, удивляться этому не стоит. Хорошо, да. И еще самый уже последний вопрос, потому что у нас уже с вами заканчивается время, тоже от наших зрителей. Я его так немножко просуммировала, потому что многие про это спрашивают. Но если кратко, то вот как. Как, по-вашему, может закончиться эта война? Она однозначно должна закончиться победой Украины. Когда это будет, какая именно это будет победа, полная, Крым вернется, я не знаю. Я же говорю, я не силен в прогнозах. Я больше специализируюсь на том, что я анализирую уже произошедшее и происходящее непосредственно. А прогнозы — вещь очень неблагодарная. Я когда-то для себя поставил такой критерий, что я никогда не буду прогнозировать.
Даже очень грамотные люди, они все равно ошибаются в этих прогнозах, и потом это выглядит как-то не очень хорошо. Поэтому я воздержался бы от этих прогнозов. Я очень надеюсь и практически убежден в том, что это в любом случае закончится победой Украины, так как поддержка, которую сегодня оказывает весь мир Украине, она очень колоссальная. И если посмотреть любые расклады того, как может пойти эта война, вплоть до ядерной войны, там, да, развития, мы понимаем, что в любом случае в выигрыше Россия там выйти не может, так как она, по сути, воюет со всем миром. Поэтому как она закончится, будем надеяться, что она закончится как можно быстрее. Закончится она должна однозначно победой Украины и поражением России. Но это тоже такая ситуация, когда Россия все равно объявит себя победителем. Российскому зрителю ждать этой капитуляции, там, поражения, я думаю, не стоит. В любом случае, даже обратите внимание, поражение на киевском направлении фронта, оно объявлено победой. Лавров заявил, что это жест доброй воли. А мы-то с вами понимаем, любой человек понимает, что это, конечно же, тот, кто анализировал, как наблюдал, он понимает, что это поражение. Там понесли колоссальные потери. Россияне вынуждены были просто оставить, потому что уже не осиливали. Объявили это как чуть ли победа. Вот мы, значит, даруем такой жест доброй воли. Поэтому ожидать, что там Россия скажет, все, мы капитулировали, ушли, этого не стоит. Она все равно объявит себя победителем. Но я убежден в том, что победителем она не выйдет из этой войны. Спасибо большое, Тумсо, что сегодня уделили нам время. Был очень интересный разговор. Надеюсь, что и нашим зрителям тоже понравилось. Спасибо, что смотрели нас. Это была передача «Честное слово». С вами была Ольга Гусева. Если вам понравилась эта трансляция, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал. Там есть кнопочка такая «Спасибо» с сердечком. Отправьте нам небольшое пожертвование, если хотите нас поддержать. Ну и там есть в описании куча способов, как еще поддержать нас, вплоть до криптовалюты, если вам вдруг это удобно. Спасибо, что смотрели нас. Завтра в 17:00 у нас также будет «Честное слово», а сегодня вечером в 19:00 по Москве вечерний эфир. Присоединяйтесь.